Привет, друзья! Сегодня в Германии сразу несколько событий, которые могут изменить привычный порядок вещей. От аэропортов Лейпцига и Дрездена, где могут исчезнуть сотни рабочих мест, до сообщений о снижении показателей экономики и планов Siemens оптимизировать тысячи позиций. Есть и вопросы к солнечной энергетике в Германии. Выяснилось, что оборудование из-за рубежа может нести неожиданные риски для энергосети. Но и это еще не все. Промышленность в Тюрингии показывает рекорды в электрооборудовании, но машиностроение и автопроизводство наоборот в минусе. А еще в некоторых регионах Германии выросли расходы на соцпомощь, и эта цифра удивляет даже экспертов. Обо всем этом расскажу подробно, а чтобы быть в курсе таких новостей каждый день, подпишитесь на канал прямо сейчас. Итак, аэропорты Лейпцига, Халля и Дрездена готовятся сократить крупную часть штата. До конца 2026 года может исчезнуть, внимание, до 250 рабочих мест. Это почти пятая часть всего персонала, работающего на обоих объектах, по данным оператора аэропортов. Ранее планировалось сократить всего 122 вакансии, но цифры серьезно выросли. Сокращения должны пройти без увольнений по собственному решению за счет выхода на пенсию, естественной текучки и запрета на прием новых сотрудников. Оперативный персонал, включая сотрудников на регистрации и в логистике, пока затронуты в меньшей степени, но профсоюз Верди предупреждает, без сильной нагрузки сокращения могут дойти и туда. И главная цель – это сэкономить около 28 миллионов евро. Аэропорты уже получили господдержку. Федеральные земли Саксонии и Саксонии-Анхальт выделили десятки миллионов евро, чтобы закрыть бюджетную дыру в 145 миллионов. Трудности связаны с финансовыми проблемами. Аэропорты фиксируют убытки из-за крупных инфраструктурных проектов и уменьшения числа рейсов. Это создает давление на персонал и вызывает обеспокоенность у пассажиров. Ведь сокращение рабочих рук может задерживать рейсы, багаж или обслуживание самолетов. А дальше экономические новости Германии. По данным, опубликованным недавно, валовый внутренний продукт Германии, ВВП, внимание, во втором квартале сократился на 0,1% по сравнению с первым. Это небольшой, но важный сигнал. После незначительного роста весной экономическая динамика снова ухудшается. Почему это произошло? Эксперты отмечают, что замедление вызвано падением объемов инвестиций в оборудование и строительство. Напротив, расходы граждан и государства на потребление выросли, однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать слабую активность в промышленности. В первом квартале, как я сказал, восстановление все-таки было, рост составил около 0,3%, тогда он был связан именно с опережающими закупками компании на фоне ожидания новых пошлин. Но теперь, когда ситуация на мировых рынках более стабильна, бизнес предпочел подождать и рост застопорился. Таким образом, текущая ситуация говорит о продолжении застойного состояния экономики, потребление держится, но инвестиций и экспорта недостаточно для уверенного роста. А дальше еще интересней. Германия активно продвигает идею зеленого водорода, экотренда, где водород получается с помощью электролиза воды, используя исключительно возобновляемую энергию. Эта технология считается ключом к сокращению выбросов СО2 и замену ископаемого топлива там, где невозможна прямая электрификация. Местная компания уже пытается внедрить такой водород, например, BMW, использует его в погрузчиках, но в большинстве случаев, скажем так, водород пока кирпич с зеленым цветом. Серьезная проблема – это электроды для производства водорода изготавливаются ручным способом, и на их поставку уходит до 2 лет. Модели массовой конвейерной сборки еще не созданы. Также тормоз – это отсутствие четких правил от Евросоюза. До сих пор не определено, что именно считается зеленым водородом и какие субсидии положены производителям. Именно это блокирует инвестиционные решения, но регуляция вот-вот должна все-таки появиться. В регионах вроде Саксонии и Тюрингии уже реализуются лабораторные проекты. Например, строятся ветровая электростанция и электролизер, подключенный к подземному хранилищу, но пока это лишь пилот. Эксперты замечают, в 2022 году мощность электролизера была около 57 мегаватт, весьма далеко от цели правительства, напомню, до 10 гигаватт к 2030 году. Итог. Зеленый водород – это отличная концепция, но реальный прогресс невысок из-за технологических задержек, неопределенности политики и слабой инфраструктуры. Сырье есть, амбиции есть, но ключевые шаги еще впереди.
И это еще не все. Компания Siemens планирует сократить, внимание, примерно 6 тысяч рабочих мест по всему миру, из которых около 2850 в Германии. Основной удар придется на подразделение Digital Industrials, которое испытывает спад спроса и избыточные запасы на складах. В частности, до сентября 2027 года в сфере автоматизации планируется убрать 5600 мест, 2600 из которых в Германии. При этом еще 450 в подразделении зарядных решений для электромобилей, из них 250 в стране. Несмотря на то, что компания в целом получает прибыль, в первом квартале, я напомню, 2,1 миллиарда евро, новые условия рынка требуют коррекции структуры бизнеса. Особо остро это проявляется, как вы поняли, в Германии, где рынок промышленной автоматизации. На фоне сообщения о сокращениях работники выражают недовольство, представители профсоюзов должны инвестировать в развитие, а не снижать численность персонала. Хотя увольнений по сокращению штата планируется избежать, сама мера вызывает, конечно же, критику как несовместимая с заявлениями компании о движении вперед. А теперь важная новость для Германии. Немецкие эксперты выражают обеспокоенность. Большинство солнечных панелей и инверторов, это устройства, преобразующие и подающие в сеть электричество, производятся в Китае. Через интернет-контроль этих компонентов потенциально возможно дистанционное отключение множества установок. И это вызывает серьезные опасения в случае международных разногласий или кибератак. Недавно в Соединенных Штатах Америки, я напомню, обнаружили неучтенные радиомодули внутри китайских инверторов. То есть элементы, которые не были упомянуты в документации устройства. Специалисты предполагают, что через них можно обойти систему защиты и дистанционно деактивировать или изменить работу оборудования. В неблагоприятном сценарии такое вмешательство может привести к неожиданным отключениям и нарушить стабильность энергосети, особенно учитывая масштабы. Контроль над большим количеством устройств способен вызвать перебои в подаче электричества. Федеральное управление по информационной безопасности озабочено такими угрозами. Агентство считает, что любую солнечную установку, особенно с оборудованием из-за рубежа, должны проверять независимые органы до ее ввода в эксплуатацию. При наличии подозрительных компонентов власти могли бы запретить их применение в критически важных системах. Такой подход стал бы частью политики защиты национальной инфраструктуры. И еще показательная новость в промышленности Германии на примере одной из земель. Несмотря на общий рост промышленного оборота в Тюрингии, суммарный оборот всех компаний с более чем 50 сотрудниками составил, внимание, около 18,8 миллиарда евро, что на 2,7% больше, чем год назад. Но не все отрасли в плюсе. Сильно пострадали, как я сказал, машиностроение и автопроизводство. В машиностроительном секторе продажи упали, внимание, более чем на 20% до уровня примерно 1,6 миллиарда евро за первые полгода. Автомобильная отрасль, включая заводы и поставщиков, потеряла около 12,1%, что привело к обороту в 1,73 миллиарда евро. Это значительно меньше по сравнению с прошлогодними результатами. Позитивные изменения наблюдаются и в другом направлении. Сектор производителей электротехнического оборудования показал впечатляющий рост. Оборот вырос на 67,7% и достиг около 2,27 миллиарда евро, став лидером по объему продаж в промышленности региона, даже опередив пищевую отрасль. Однако за такими цифрами стоят и неприятные последствия. Общее число сотрудников промышленности сократилось на 3200 человек, до примерно 140 тысяч. Машиностроение понесло самые большие потери, минус 5,5% работников, оставшихся около 15 тысяч. В автосекторе сокращение составило 5,4%, а в отрасли трудятся около 12 тысяч человек. Это уже 10-й месяц подряд, как число сотрудников снижалось во всех отраслях. А дальше новости пособий в Германии. Например, в Саксонии-Анхальт наблюдается заметный рост расходов на соцпомощь. В 2024 году, согласно статистике, на социальную поддержку было потрачено 183 миллиона евро. Это на четверть, 25% больше, чем годом ранее. Это примерно 85 евро на каждого жителя региона.
Основная часть средств, около 109 миллионов, пошла именно на помощь по уходу, в том числе 88 миллионов на уход в учреждениях. На выплаты людям, не способным самостоятельно обеспечить себя, то есть инвалидам, пожилым, временно нетрудоспособным, было направлено примерно 47 миллионов евро. Здесь тоже рост на 11,5%. Помимо этого, государство выделило свыше 22 миллионов на медицинскую помощь, профилактику, поддержку семейного планирования и оплату страховок. Статистика таким образом показывает, что хотя количество получателей помощи к концу 2023 года немного снизилось на 55 человек до 6985, расходы все равно выросли. Это связано не только с повышением социальных стандартов, но и с увеличением числа людей, обращающихся за помощью, особенно среди пожилых и лиц с ограниченными возможностями. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.